Шановні друзі, шановні учасники конференції і шановні делегації іноземних країн, я хочу вас привітати всіх в Одесі, в цьому традиційному для конференції і для форумів в залі готелю «Брістоль». І хочу підкреслити важливість цієї зустрічі для розвитку економіки і для майбутнього цього регіону. Це дійсно регіон з величезним майбутнім, з величезним, не дуже використовуваним потенціалом. Регіон, який прагне бути одним із найбільш розвитим регіоном Європи и имеет для цього потенциал. Для того, чтобы мы понимали, какой потенциал имеет Одесса и Одесский регион, надо посмотреть просто, во-первых, на карту, на географию региона, во-вторых, на историю города Одесса. Город Одесса – единственный город на карте всей Европы, единственный город такого масштаба, где не было исторически и феодализма, и где не было этнического национализма. Этот город был создан на основе торговли, на основе открытого рынка и капитализма. Нет другого больше города на карте Европы с такой историей. Это город, где этничность не имеет никакого значения, у нас живет 165 этнических групп, и где история, где новая, и это реально место, где переплетаются все культуры, все национальности, где есть открытая культура, это предприимчивая. И просто единственное, что нужно дать возможность потенциалу Одессы развиться и освободить от риска бизнес. И на это мы рассчитываем, потому что как только Украина либерализует экономику, как только Украина проведет законодательные реформы, Одесса просто полетит, взлетит и возьмет с собой остальную Украину. Я думаю, что в эпоху, когда логистика, бренд, вещи такие, как туризм, даже кухня, вино, такие вещи имеют самое важное значение в 21 веке. И как только будет возможность, чтобы это все реализовать, Одесса станет главным фарватером прогресса Украины, быстрого развития экономики Украины. Учитывая свою историю, учитывая людей, которые здесь живут, учитывая, какие сейчас потребности со всего остального мира. В 2050 году абсолютное большинство людей в мире будут жить у моря или стремиться к морю. В этом смысле юг Украины значение его невозможно переоценить. Это реально не только окно в Европу, это окно во весь мир. Это хаб, Одесса, естественно, хаб для развития Украины. Но для этого, конечно, нам надо строить дороги. Мы сейчас развиваем дорожную инфраструктуру. Для этого нужно развивать железнодорожную инфраструктуру. Вы знаете, что мы сейчас начали вести грузы из Китая. Это Великий Шелковый путь через Среднюю Азию, Кавказ. Но для этого нужно модернизировать железную дорогу Украины. Она еще не готова для того, чтобы перевозить такой объем грузов. Для этого нужно говорить о тарифах. Для этого нужно достроить наш аэропорт. У нас терминал будет достроен в конце этого года. Взлетная полоса, если решение будет принято в Киеве в течение следующих 2 недель, будет здесь построена уже к следующему летнему сезону. Но надо законодательно. Я только что говорил представителю авиакомпании. Опять Госавиаслужба Киева год после того, как мы заставили руководителя оттуда уволиться, опять делает препятствия для свободных полетов из Одессы. Опять 25, то же самое. Ходим из пустого порожня. Надо с этими вещами заканчивать. Неужели мы не можем справиться с Госавиаслужбой? Неужели мы можем справиться с какими-то там, например, директор, то есть мэр города Рени? Надо говорить честно о проблемах. Там блокируют строительство порта, нового терминала в Рени,
из-за каких-то непонятных, то есть для меня совершенно понятных интересов, но абсолютно неправильных интересов. Есть и такие проблемы. С одной стороны, мы имеем проблемы на сегодня, с другой стороны, мы имеем потенциал на завтра абсолютно сногсшибательный. Я думаю, проблемы, они временные, и они преодолимаемы. Мы создали Совет экономического развития региона, куда мы ввели представителей всех правоохранительных органов, налоговых служб, таможни. Вы знаете, что на таможне Одессы совершенно новые отношения вела Юлия Марушевская, молодая группа реформаторов. Вы знаете, что есть целый ряд других нововведений, как Центр обслуживания граждан, которым тоже создают проблемы, но я думаю, что они прорвутся. Я вчера как раз встречался с коллективом и смогут в полном масштабе наладить работу. Я думаю, что с новым таможенным терминалом, который у нас будет с помощью премьер-министра Гройсмана и с вице-премьер-министра Кистиона у нас будет возможность с сентября в автоматическом режиме оформлять грузы. USAID поддержал систему ASECUDA, то есть автоматическую систему оформления грузов и компьютерную программу. Оценки рисков, это означает, что все контейнеры будут проходить максимум от 7 до 15 минут, углубленно не будет осматриваться больше где-то 5-6-7% контейнеров, и на таможне уже технологически будет исключена коррупция, а не в ручном режиме, как сегодня. Вот эти вещи, которые тут хорошие преобразования с таможни, аэропорт, как я сказал, будет достраиваться, Одесса-Рени будет отремонтирована самые поврежденные участки, и мы сразу же должны начать строить автобан. Потому что и президент Порошенко во время последнего визита в Румынию договорился о строительстве моста через Дунай. Это означает, что это не будет просто автобан до границы, это будет автобан Одесса-Бухарест, который абсолютно нужен для того, чтобы устанавливать связи с Евросоюзом, а для того, чтобы также транспортный коридор тоже на Китай работал более успешно. В целом я считаю, что мы на грани больших изменений, они неминуемы, и Одесса засияет в прежнем блеске. Я за последний год работы убедился, настолько легко вообще продать идею Одессы. Это такой бренд очень сильный, которому просто нужно его нужно чуть-чуть подполировать, чуть-чуть сдуть с нее всякую накипь, которая там была за последние годы. И реально она предстанет во всем своем величии. Одесса, Одесская область, и будущее за нами очень большое. Будущее за Украиной очень большое. Украина – это как Китай в середине Европы. У нас очень высокое, главное богатство, конечно, и земля, и индустрия, и природный ресурс, но главное богатство – люди. И так же, как в свое время Китай при низких зарплатах и высокой квалификации, соответственно, зарплаты квалификации, удался прорыв, точно так же может Украина сделать это в Европе, учитывая, где мы находимся и учитывая, что мы имеем сегодня на руках. Комбинация Украины вместе с Одессой и с другими большими центрами – это и есть будущее. И последнее – туризм. Мы просто часто недооцениваем значение туризма. Надо психологически переориентировать свое мышление. Потому что мы считаем, что все равно исторически, инерционно все считают, что тяжелая промышленность, шахты Востока, туризм – это будет одним из главных двигателей развития Украины на многие десятилетия вперед. Почему? Потому что, во-первых, у нас есть фантастический туристический потенциал. Одессе, например, кроме исторических вещей, конечно, города Одесса, подобного чего вообще нет нигде близости Черноморского региона. Это совершенно уникальный город, совершенно уникальный культурный потенциал. У нас есть десятки километров абсолютно неразвитых пляжей с потрясающим морским климатом на юге Одесской области, окруженного виноградниками. Их нужно развивать. У нас даже развивается остров Змеиный. Надо принимать закон про игорный бизнес. Мы сейчас находимся в отеле «Бристоль», который построен в начале прошлого века. В Одессе, на самом деле, в современную эпоху построена одна гостиница на причале, которая пустует, и вторая, более или менее, гостиница на море. Больше новых гостиниц нет. Сравните Батуми и сравните Одессу. Сравните начальный потенциал Батуми, который 100-кратно меньше, чем Одесса. И сравните, что сейчас происходит, 100 раз больше, чем в Одессе. Почему?
либеральный бизнес-климат и в том числе и горный бизнес. И остров Змеиный, мы постоянно говорим, что какой-то неприятель Украины не высадился, не выхватил у нас остров Змеиный. Потому у нас там стоят пограничники, спецназ. Как только там будет казино, например, на 500 номеров, гостиница, регулярное сообщение, остров этот будет защищать, не нужно будет защищать пограничников, достаточно будет крупье и туристов. Сотни тысяч туристов, которые там будут. И это так будет. И совершенно непонятно, почему мы в свое время запретили горный бизнес. Нам нужно запрещать там каких-то людей, фейс-контроль делать. Это, кстати, можно изучить это у белорусов. Они это прекрасно внедрили. И в Грузии это внедрено, и в Польше это внедрено. Я сам видел, как они это делают, и нам показывали, как это делают. Есть много методов, чтобы не допустить там обнищания семей, но бюджет Украины должен пополняться, туристы должны приезжать. И когда у нас будет много туристов, когда у нас в Одессе, например, будет 5 миллионов европейцев, что будет, поверьте мне, через 6-7 лет, то у нас будет гораздо больше защиты також международной. Нам нужны иностранные туристы также для национальной безопасности. И все это будет. Просто надо, еще раз скажу, корректировки, реформы, одесский пакет реформ и потом одесское развитие. Спасибо и приветствую всех вас и удачной работы.